Александр потихоньку собирал вещи, через пару часов он с семьей выезжал в долгую дорогу в деревню. В родные места, где он появился на свет, вырос и провел, возможно, самый счастливый год в своей жизни. По квартире, сломя голову, носилась маленькая дочурка Настя, а за ней по пятам ходила супруга Мария и всячески пыталась приструнить заведенного ребенка, изображая командный голос. Но получалось как-то не очень. Настя была очень энергичной девочкой, активной, никогда не сидела на месте, на улице непременно норовила убежать подальше от родителей, но была все же одна беда. Малышке было уже 4,5 года, и за всю жизнь она не проронила ни слова. Нет, у нее не было нарушений в развитии, она прекрасно понимала речь, делала все, что говорили родители, но не могла сказать ничего или не хотела, кто знает. Александр и Мария страшно переживали за свою дочь, такой странный и редкий недуг, и никто из десятков врачей, пытавшихся лечить Настю, не мог толком сказать, что с ней происходит и что будет дальше. Сможет ли она вообще когда-нибудь говорить? В какой-то момент пара даже думала обратиться к услугам всяких ясновидящих, но быстро отказались от этих мыслей. Будучи разумными взрослыми людьми, в чудеса они не верили, дорога была долгая. 6 часов на машине. Пейзажи быстро сменяли друг друга. Александр с супругой тихо болтали, периодически поглядывая назад, чтобы посмотреть, как Настена с нескрываемым интересом смотрит в окно, приложив обе ладони к стеклу. Она очень давно не видела дедушку и сгорала от нетерпения снова посидеть у него на коленях и послушать его замечательные истории. У калитки их встречал Федор Палыч. Старик уже несколько часов бродил по двору, вслушиваясь и ожидая поскорее услышать звук приближающейся машины. Настена выскочила навстречу и с разбега запрыгнула дедушке на руки. Он крепко обнял внучку, и скупая мужская слеза скатилась по его суровому морщинистому лицу. «Ну что вы стоите? Давайте скорее в дом, у меня давно все накрыто. Потом вещи разгрузите», — сказал Федор Палыч и направился с Настей в дом. Александр на мгновение застыл на месте. Он несколько лет здесь не был. С отцом постоянно созванивался, но приехать никак не получалось по разным причинам. Он оглянулся вокруг, и воспоминания нахлынули на него огромной волной. Федор Палыч был страстным рыбаком и едва ли не самым умелым на много километров вокруг. Местные мужики восхищались его умением вернуться с уловом даже в самый плохой день. Казалось, он нутром чувствовал поведение рыбы, вне зависимости от погоды и любых других факторов. Ну и, конечно же, по старой традиции, он хотел передать все свои знания сыну, поэтому почти все свободное время маленький Саша вместе с отцом проводил на берегах близлежащих рек и озер. Ему очень нравилось это увлекательное занятие, и со временем мальчик стал почти столь же искусным, как и его отец. Но повзрослев и уехав в город, Александр почти перестал ездить на рыбалку. Сначала учеба, потом семья, рождение ребенка, времени совсем не оставалось. И вот сейчас он стоит здесь, в родной дворе совсем взрослый, вспоминает и представляет, как на днях пойдет с отцом на рыбалку, как в старые добрые времена. «Папа, а ты ушастика больше не встречал?» — спросил Александр, войдя в дом. «Нет, сынок. С того дня, как он ушел, ничего о нем не видно и не слышно», — отвечал Федор Палыч. «А хочешь, я тебе расскажу про ушастика?» — спросил дедушка и посмотрел на Настену. Та ничего не ответила, но по глазам было видно, что малышка очень заинтересовалась таинственным прозвищем. Настя ловко забралась Палычу на колени и начала внимательно слушать. «Когда твой папа был маленьким», — начал свой рассказ дедушка. «Мы с ним днями напролет пропадали на рыбалке. Рыбачили на самых разных речках и озерах, до которых часто приходилось идти далеко через лес. Мы очень любили такие пешие прогулки и никогда не торопились, чтобы успеть вдоволь надышаться свежим лесным воздухом. Вот во время одного из таких походов мы и повстречали ушастика. Мы нашли его совсем маленьким и обессилевшим. С его мамой и братьями случилась беда. Один он остался на всем белом свете. Это был волчонок.
«А знаешь, почему ушастик?» — спросил Настю Федор Палыч. «У него с рождения не было одного ушка. Вот мы его в шутку так и прозвали». Малышка молчала, но глаза ее, казались, с каждой минутой увеличивались от удивления все больше. Принесли мы его домой и начали выхаживать. Кормили молочком. Сделали ему свой домик с теплой подстилкой. Поначалу малыш был диковат и сторонился нас. Прятался по всем углам, но со временем привык. Вырос ушастик настоящим красавцем. Большим, статным, настоящим волком. Местные его побаивались, но зверь вел себя спокойно и не позволял себе никаких вольностей. Но однажды он ушел. Ушел навсегда. Больше мы с твоим папой нашего любимого ушастика не видели. В глазах Настены промелькнули нотки грусти. Они стали мокрыми от накатившихся слез. «Внученька, не переживай, там ему много лучше. Там его дом, друзья и сородичи. Там его место. Да, как бы я хотел снова его увидеть». Внезапно прервал рассказ Александр. Он с супругой тоже сидел и внимательно слушал рассказ отца, предаваясь сладким воспоминаниям. «Ладно, уже поздно, пора на Баковую, а завтра дедушка тебе еще историю расскажет». Александр взял дочь на руки и отнес в соседнюю комнату и уложил спать. Утром мужчина решил вдвоем с Настеной пойти в лес на разведку. Мария хлопотала по хозяйству. Дед тоже был занят, так что оставались только они двое. Александр решил, так сейчас посмотрят, есть ли вообще что собирать. А если все-таки есть, то в следующий раз уже пойдут все вместе. Собрали с собой небольшой перекус. Термос горячего свежего чая. Взяли одну корзинку и двинулись в путь. Они шли по знакомкой Александру с детства тропы, оглядывая все слева и справа. Грибов было много. Чуть ли не каждый шаг, то там, то здесь. Из-под осеннего листа выглядывала темная шляпка. Саша с Настеной так увлеклись, что даже и не заметили, что зашли довольно глубоко. Вдруг за соседними кустами послышалось шуршание. Александр испугался и заслонил собой дочь. На тропику медленно вышел огромный старый волк. Шерсть его была в клочьях, местами проступала седина. Матерый хищник просто стоял и внимательно смотрел на людей. Внезапно Настя выскочила из-за спины отца и побежала прямо в сторону хищника. И вскоре все поняли, что это и оказался тот самый ушастик. Девочка с радостью обняла волка. Она каждый день стала ходить на это же место и кормить своего друга. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.